Здравствуйте. Сегодня посмотрим интересный фрагмент и всю партию. Харви Вилсон играл против Михаила Каца. Это был 1993 года. Михаил Александрович еще был у нас в Беларуси здесь. И вот часто ездили они уже в этот момент в Голландию на международные турниры, то есть на различные, даже не только в Голландии. Вот мы, кстати, смотрели когда-то, почему я вспомнил, смотрели не так давно турнир в Паланге, то есть тоже он там был. И вот здесь меня, конечно, вот чуть-чуть, я сегодня нашел эту партию, чуть-чуть удивил тот момент, что все-таки в Билсме, точнее сказать, не знал. В Билсме мы знаем, что Open, то есть они, наверное, и сейчас даже, вот я не знаю, с пандемией, наверное, может, не был Open в том году, но Open постоянно есть, достаточно неплохие Open. И вот 93 год, насколько я понял, вот был гроссмейстерский турнир, наверное, ну или наподобие гроссмейстерского, не знаю, как он точно назывался. Ну и я еще раз вот, может, скажу такой момент здесь. Все-таки, наверное, много мы вот по гроссмейстерским турнирам, много турниров таких вот потеряли. То есть много где проводились гроссмейстерские. Тот же Минск, вот я часто вспоминаю, то есть практически потеряли. То есть у нас это вообще очень обширно там было представлено. То есть женский гроссмейстерский был, наверное, один из единственных в мире. Может, даже на тот момент, вот, когда мы проводили это, может, единственный тоже в мире был гроссмейстерский турнир. Уже тут, почему я говорю, наверное, тут моменты есть, все-таки женские сейчас проводятся, ну, то есть определенные соревнования, достаточно сильные, и проводились, поэтому вот я утверждать так, ну, не могу, что это был единственный, но помню, что у нас все-таки вот с гроссмейстерским, это уже отвлекся чуть-чуть, тогда вот, когда проводили, это был единственный. Ну, если что-то не так, мне там, может, подправят, кто там лучше, может, знает эти моменты. Ну вот, по Билсому, конечно, не такой высокодуховный тут человек, но вот мне Билсом чем запомнился, я был когда-то, в 92 году, но я еще вот был, наверное, все-таки вот не могу вспомнить, кстати, в каком году, скорее всего, тоже в Билсоме были, играли тогда. Но это там чуть-чуть другой момент, а вот, ну, по-моему, в 92 году играли Билсами тоже за клуб, и мне запомнилась вот именно огромная пицца, огромная билсомская пицца, которую, кстати, почему-то еще не доел, но пицца была очень большая. Ну, кстати, тогда, на тот момент очень вкусная была пицца. Но вот почему-то вот у меня остались воспоминания именно пицца. Но и партия, кстати, я там помню партия тоже достаточно сложная у меня была. Вот в Билсами играли. Я, может, когда-то найду, сейчас покуда я не буду предвосхищать события. Но тоже партия была интересна. Там, кстати, в тот момент, я сейчас чуть-чуть фразу продолжу, получил я плохую позицию, очень плохую позицию, но отбил ее. И получается, все-таки, ну, думали, что у меня было, в общем, проиграно, поставили на компьютер, тогда Тылс был, и вот я бы сказал, что Тылс сломался, то есть он завис почему-то, один раз, второй, третий раз, то есть не мог он ничего найти там, ну, то есть я ничью нашел. К чему вот это я говорю, у меня тут все взаимосвязано сегодня, практически. То есть вот сейчас поставьте вот эту позицию на компьютер. Харви Вилсон пошел 44.39, 11.17. И вот найдет ли компьютер идею, которую нашел Харви Вилсон. Но вот если первый ход ему показать компьютеру, то он, конечно, находит. Причем он там чуть-чуть по-другому интерпретирует ее. 23 на 18. И вот этот вот тактический маневр провел Харви Вилсон Михаилу Кацу на 3. 21-26. Ну вот дальше. И так далее было. Давайте посмотрим начало партии. Вот тут Михаил Кац решил голландцев удивить голландкой. То есть не только
Голландцы умеют играть голландские партии, но и тут белорусы тоже умеют играть голландские партии, поэтому он хотел, наверное, просто ошарашить Харма Вилсму. Ну, я так в шутку говорю, не обидится на меня Михаил Александрович, то есть. Ну и тут Харм Вилсма своеобразно пошел, 32-27, то есть отошел он от голландки. Ну, как-то вот голландская партия одно время совсем считалась, то есть, и так она даже вот без компьютеров достаточно неплохо было в литературе, так представлено партии были, наверное, он решил все-таки чисто психологически вот с этой точки зрения отойти вот именно от голландской партии. Ну вот кажется, что сейчас 19-23, потом нападут, то есть меняться практически надо, чтобы как-то развивать силы. Ну, есть нападение здесь сразу, то есть тоже поменять можно. Но 1-7, почему нападение? Может, он где-то еще побоялся здесь. Сейчас я попытаюсь объяснить вам. Может, каких-то даже вот этих, вряд ли Харм Вилсма так бы нападал, конечно. Ближе на ход 35-30. Либо какой-то еще другой, может, скорее всего 35-30, я думаю, было. Либо он, может, вот как-то побоялся вот этих позиций, 31-26, что-то, может, не понравилось. То есть, ну, чисто вот, я интуитивно чисто говорю, может, вот здесь вот что-то не понравилось. Потому что как-то вот мы специфически очень играли. Вот, все-таки после русских шашек и в Союзе чуть-чуть там специфическое было. Ну, техника игры, такого доступа не было. Как супер доступа к партиям, наверное. Вот может где-то может он чуть побоялся. Ну, здесь же вот этих вариантов вот этих нету с зажимами. Понятно, что здесь очень плохо было бы. То есть, ну, наверное, что-то где-то там он побоялся. Здесь остается только гадать. 17, ну, здесь, конечно, вот так вот безопаснее, то есть намного безопаснее. Ну, 41-37, ну, возможно, что так бы и Харм Вилсма тоже свелось бы. Ходил здесь. 45-40, то есть ждет, покуда на 25. 38, 12. Здесь уже какой-то, конечно, ход, я думаю, было 13-19. Вот эти вот варианты. Потом на 24, но здесь побоялся, что на шашку как-то 24 будут атаковать. Поэтому 13-19 отказался. Ну, 12-17 ход достаточно логичный, то есть с блокировкой. С идеей блокировки. Хотя вот он не осуществлял эту блокировку. Я, кстати, ну, не знаю почему. Мне кажется, все-таки как-то вот этот ход логичнее здесь. Наверное, 17-22 пытаться блокировать этот фланг. Блокировать, так сказал. И либо 18-22. Ну, вот эти вот варианты. Но это мне сейчас так кажется. То есть, возможно, вот я говорю, что чисто вот из некоторых моментов, ну, в Союзе мы так не играли. То есть, все-таки после 93 год уже буквально это все-таки пару лет после распада Советского Союза играли мы все-таки по-другому и не было того информационного доступа. Так, 50-45, ну вот выдерживает, молодец, конечно, выдерживает, за что уважаю Харма Вилсма, то есть он всегда на игру идет. 50-45, к чему это я сказал, что был, конечно, ход 18-23, здесь позиция, я думаю, что явно получше у белых, но все-таки там разменов много было бы. То есть он здесь так вот обостряет. 18-22. Ну вот здесь вот может как-то вот и так, и как-то и так было. Мне кажется, логичнее. Тут как-то не очень покуда хорошо расположены белые шашки. Вот как-то на эту, может, идею, можно было не идею, но вот на эту группировку сыграть. Хотя будет 32, конечно, 37 возможно, но я не учитываю того, что сразу можно 14-19 и где-то здесь что-то подменивать, то есть здесь ничейное. Ну, наверное, Михаил Александрович решил тут поиграть. Свои мысли у него были, но вот свои мысли, мне вот эти, кстати, мысли не очень нравятся, потому что фиксация идет сразу, фиксация вот этой вот группировки, и позиция, я думаю, что уже похуже гораздо. То
есть 38, 7, 11, 33, 8, 12 и 39. 28, 23. Ну, то есть идея понятная, что хочет разменяться. Конечно, был какой-то вариант, но его надо считать. 37, 31, но здесь, конечно... 37-31, про что я говорил, что если нападать, то отбились. Но вот здесь вот какие-то на 18 есть ходы тоже. Давайте посмотрим, может, все-таки. Я так, чтобы... Вот мне не нравится здесь, честно говоря. И здесь какие-то вот эти варианты как-то, ну, позиция так, ну, не хотел. Это вот у меня вот такая вот пауза, непонятная, конечно, понятное мычание, можно сказать. То есть, как-то позиция неприятно, мне кажется, за белых играть. Тут надо очень супер считать как-то. Может, оно все и нормально, но тут, вот эти вот, есть удары, вот эти вот, то есть, вот эти вот вскрытия есть покуда. Такая позиция не очень, конечно. На вид, по крайней мере, то есть, если играть. Гораздо спокойнее, конечно, вот 28 пойти, то есть здесь группировка, то есть давайте я поставлю восклицательный знак, вот это мне, конечно, больше нравится. Так как он пошел. 45-40, 8-13, ну вот на 13 вроде бы надо здесь. Есть, конечно, другие ходы, но в принципе все равно где-то будет ход. 44, вот 11-17. Но здесь уже позиция такая нехорошая, я бы сказал. Почему? Если вот как-то меняться, допустим, то на 30. На 30 есть. Потом еще 28-23 тоже, кстати, очень сильно. 29-23 тоже разрывает полностью группировку вот эту на части, поэтому тоже очень сильный ход. Но надо выбирать, кому как нравится тут. Потому что на 30 реально вот эта вот атака сейчас будет, наверное, даже может и 40-34 куда-то. Ну, надо посчитать, и вот эта вот атака будет. То есть варианты есть. Ну вот смотрите, Харви Вилсман на 18 пошел. Ну и здесь вот идея. К чему я говорю, здесь какой-то еще ход, здесь 49 был. К чему я говорю, вот раньше упоминал об этом. Но она тоже ведет практически, или сюда ведет к одному и тому же, я бы сказал. Или здесь заранее, нет, здесь понятно, что сюда. То есть я неправильно, не совсем правильно побил просто. Заменил. Ну да, давайте заменим так. Ну вот, в дальнейшем как развивалось. Какие-то тут идеи были, ну я не знаю, тут что-то было, тут может какие-то моменты и были еще, но я не думаю, что здесь что-то было у черных, то есть я думаю, что у белых позиция выиграна. Итак, вот партия, ну не знаю, кому-то интересно, кому-то нет, но для меня вот идея вот эта вот достаточно интересная была. 23-18. Может, кому-то покажется простая, но все-таки нужно ее видеть издали. И второй момент, вот все-таки позиционно здесь тоже, я думаю, что стоит посмотреть, вот как играл белый Харви Вилсман, это будет достаточно полезно. Итак, до новых встреч.